Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока в особняке полным ходом идут приготовления к свадьбе, Азади Ханем и Дилан постоянно суетятся. Как раз в тот момент, когда Акиф и его семья выходят из дома, появляется Селин. Кудретбей приходит к Барану и сообщает ему, что Хаджер Ханем отправлена в психиатрическую больницу и что она не имеет уголовной дееспособности. Когда Тугба не может успокоить Умута, она приводит его к Дилан. В то время как Дилан интересуется как фотографией Мирана, так и Умутом, она также следит за обстановкой вокруг. Дилан отправляет Тугбу и Берфина наверх подготовиться. Когда Акиф говорит «не беспокойте нас сегодня», Селин говорит «не говори ерунды, мы поговорим в суде, пойдем с тобой, откажись от этого брака, пока дорога близка, и я отзову свое дело». Акиф говорит «вы не сможете помешать моему счастью, вы не сможете помешать мне жениться, я не откажусь от того, кого люблю», и заходит внутрь. Дилан оставляет Мирана и Умута на попечении Барана и уходит. Когда Тугба говорит, что ты прошел весь этот путь после всех этих трудностей, наслаждайся этим, Берфин отвечает, что произошло так много всего, что я не могу притворяться, будто ничего не произошло, даже если бы захотел. Когда в этот момент появляется Дилан, она также понимает чувства Берфина. Даже если вы взволнованы началом новой жизни, вы не можете не думать о том, что вы пережили в прошлом. «Я понимаю вас», — говорит он. Берфин говорит, «Я бы хотел, чтобы моя мать и брат были со мной. Вы не знаете, но мой брат был очень хорошим ребенком». Дилан говорит, «Не волнуйся, ты будешь очень счастлива с Акифом». В этот самый момент приходит госпожа Айхан и говорит, «Ой, что здесь происходит? Почему невеста плачет?» Она плачет, но она не настоящая, давай, вытри слезы. И принимается ее готовить. Дилан приходит к Барану и говорит, что ты не мог смириться с тем, что не можешь видеться с детьми вместе с ним, не так ли? Баран говорит, нет, я просто скучаю по своей жене. Дилан говорит, я тоже так скучала по тебе, и собирается уйти, потому что у нее есть работа. Внезапно Дилан чувствует головокружение и чувствует, что она вот-вот упадет в обморок. Баран силой отводит его на кухню и пытается заставить что-нибудь съесть. Затем, когда она сказала Дилану, что ей нужно отдохнуть, Дилан ответил, что нет, ей нужно многое подготовить. Баран позаботился обо всех деталях и завершил подготовку. Пока Дилан гадает, что находится в конверте, и делает вид, что узнала об этом, и пытается получить подсказку от Барана, Баран понимает. Тугба приходит к ним и говорит, что ей стыдно за поступок ее матери, и что она сделала это из благодарности к Хаджер Ханем. Он говорит, что скоро закончит учебу и начнет свою собственную жизнь. Когда раздается звонок в дверь, Тугба идет и открывает дверь, но не хочет впускать его, потому что она его не знает. Когда Джихан входит, Тугба подходит к нему и спрашивает, кто вы, сэр. Когда Дилан и Баран слышат голоса, они подходят к нему и обнимают его. Все очень радуются, увидев его, и бегут к нему, называя его дядей Мираном, и называют его своим прекрасным племянником. Пока Акиф бреет своего жениха, дамы находятся в комнате Дилана и готовят Берфина. Джихан и Баран также пытаются расчесать и уложить волосы Мирана. Когда бритье Акифа завершено, Кудретбей садится в кресло для бритья. Когда Акиф приходит в комнату Дилана и пытается увидеть Берфин, все женщины сбиваются перед ним в кучу и не позволяют ему увидеть ее. Когда Дилан и Баран встречаются после подготовки, они делают друг другу комплименты и сближаются. Берфин готова, и пока она ждет в комнате, Тугба говорит, «Ты так прекрасна, как лебедь», и уходит. Азади Ханем и Кудретбей пришли к тебе и сказали, «Мы встретились с тобой очень поздно, но ты покорила все наше сердце своим прекрасным сердцем, ты наша жизнь и кровь, ты истинная дочь этого дома, тебе пора лететь. Вдали от гнезда мы уверены в нашем сыне Акифе, невозможно не расстроить тебя, но ты знаешь, как это бывает, когда ты расстроен и обижен, этот дом слишком мал для тебя. Двери этого дома всегда открыты для тебя, дитя мое». Азади Ханем говорит, «Не плачь, моя прекрасная дочь, благодаря тебе у меня появился еще один внук». Завязывая пояс, Кудретбей говорит,
ты всегда будешь очень счастлива, окруженная любовью и уважением, пусть Бог сделает тебя счастливой. Миран говорит Джихану, что мои мама и папа много рассказывали мне о тебе, ты очень хорошо играешь на гитаре, ты даже подарил мне свою любимую гитару, я тоже буду на ней играть, когда вырасту. Джихан даже симпатизирует ему, говоря, давай вместе создадим гитарную группу, хорошо, дядя. Перед гостями появляются Акиф и Берфин. Ипек и Миран держат вуаль Берфин. Акиф и Берфин женятся, и во время их первого танца их сопровождают Миран и Ипек, Баран и Дилан. Джихан и Токба сначала смотрят друг на друга, затем Джихан приглашает ее на танец, а Баран и Акиф очень удивляются, увидев их. Когда Азади говорит Кудрет Бею пригласить Айхана на танец, он приглашает Айхана на танец, и Баран, Дилан, Акиф и Джихан очень удивляются. Во время танца Баран признается Дилан в любви. Когда Дилан говорит, наша история никогда не закончится, моя любовь. В хорошие и плохие времена мы всегда будем рука об руку. Ты всегда со мной, даже в моих снах. Баран говорит, ты тоже со мной, точка. Они обещают быть рядом друг с другом вечно. Они разряжают торт, кормят им друг друга, а затем начинается церемония вручения украшений. После завершения церемонии вручения украшений начинается танец халай под аккомпанемент барабанов и зурны. Азади Ханем бросает им деньги через головы. Все очень счастливы и наслаждаются свадьбой. Как всегда, Джихан не нарушает традицию и собирает всех вместе, чтобы сделать селфи и фото. Когда Баран говорит Джихану, что очень скучает по нему, и спрашивает, поедет ли он снова, Джихан отвечает, что больше не поедет и что все хорошо, слава Богу. Когда Джихан говорит, что Берфин хорошо оправилась после случившегося, Баран отвечает, что она – Коробей. Дилан входит в кабинет, чтобы узнать, что находится в конверте, который спрятал Баран. Баран подходит к нему и говорит, ты не можешь устоять, не так ли? То, что ты делаешь, тебе совсем не идет. Когда Дилан говорит, что это тебя совсем не устраивает, что между мужем и женой не может быть секретов, разве ты еще не усвоил? Баран говорит, я усвоил, но если ты потерпишь еще немного, ты усвоишь. Узнаем от вас, что находится внутри конверта. Бурхан вошел в дом Хаджер Ханем по особому разрешению. Когда она спрашивает, какой из них настоящий, госпожа Хаджер отвечает, «Со мной все в порядке, но мне станет лучше, когда вы заберете меня отсюда». Когда Дилан заходит в их комнату, она говорит, «Мы очень устали, но Берфин и Акиф были очень счастливы». Когда Баран говорит, что давайте тоже будем очень счастливы, Дилан отвечает, что мы уже счастливы. Баран говорит, давайте будем очень счастливы здесь, и передает конверт. Когда Дилан открывает его и видит, что мы едем в Кланак в Мардине, Баран говорит, что мы едем, и Дилан прыгает в объятия Барана с радостью. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.